Дорогой зритель, ставьте лайк под этим видео, пожалуйста. 3 лайка и будет новое видео. Возможно. Porada dnia, jedz dupę Romana. Co to za parodia zupy Romana? Nie zgadzam się. Masz wybór. Ej, nie mam wyboru. Chyba jednak Фух, я устал слишком много раз повторить угуйму-буймосос. Я остановился на 6 234 934 разе. Устал вообще. Пожалуйста, смотрите новый выпуск Факти ТВН. Нет, зачем мне смотреть это непонятное что? Еще с непонятного и неизвестного источника? Alt плюс F4 всегда в помощь. Все эти ошибки ознакомительные и не причиняют вреда России. Ну ладно, нажмите «Прочитал», чтобы начать заново. Я согласен с этим, но что? Как могу нажимать на «Прочитал», если там ее нету? Где она? И что делает кнопка 24 августа 2023 года? Нажимать или не нажимать? Нажму все-таки. Дорогой, 24 августа 2023 года – это день присылания смешной ошибки на форму приема их пользователям TeamLabs Studio. Что? Без комментариев. Разработчики от PSV Studio оставили ответ на ваш отзыв об игре Power Gippa, готовка для YouTube. Текст ответа: извините, мы ничего не поняли. Вы могли ли бы дополнительно прокомментировать? Во-первых, что? Во-вторых, как разработчики смогли отправить ответ, если я ничего не написал об этой игре? Как? В-третьих, как разработчики смогли узнать этой проблеме из несуществующего отзыва, если даже я не играл в эту слишком детскую игру? В-четвертых, персонажи из его игр – яркий пример пародии на свинку Пеппу. В-четвертых, игр про свинку Пеппу слишком мало, чем количество серий, но в PSV Studio, наоборот, игр про Гиппа много, а одноименных мультиков про Гиппа только один. В-пятых, что? В-шестых, Alt плюс F4. Что? Как перестала работать эта чудесная вещь? Закрою диспетчером задач. Ура! Сработало. Все ошибки в этом видео не имеют никакой пропаганды. Согласен с этим, во-первых. Во-вторых, я обнаружил грамматическую ошибку в системной ошибке. В-третьих, я нажму ОК, 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 я нажму ОК. Ну давай же откат. Выберу Windows P, ведь это одна из моих любимых операционных систем. Коичи Дамото в шелковом синем костюме от 21 июня 1997 года пожелал, чтобы Ичико Хашина набрала 156 тысяч подписчиков на YouTube. А знаете ли вы, как выглядит шелковый синий костюм Коичи Куна? Зачем мне это ненужная новость? Зачем? Зачем? Зачем мне те Коичи Дамото и Ичико Хашина? Непонятно, почему мне предлагали эту фигню. Даже из вымышленной стороны. Насчет числа подписчиков скажу, это та самая накрутка. Хуйня тотальная.
Накрутка. Я нажимаю нет, потому что нет, потому что зачем мне предлагали такой вопрос и зачем мне тот, Каичи Дамото в ошибке. Инфа ненужная. Ну и мне пофиг на эту ошибку. Ай, в компьютере произошел пожар. Быстро тушите его. У вас 1 минута. Ой-ой, пожар. Горячо. Надо быстро тушить. Водкой нельзя, бензином нельзя, бензином невозможно, огнем абсурд. Потушу пощарным гидрантом. Быстро принесите мне пощарный гидрант. Еще принесите мне шланг ДЛР пощарного гидранта. Быстро. Я Ира, и я вернулась после 3-й серии ошибок. Ира, принеси мне пощарный гидрант и шланг ДЛР Нева. Как можно быстрее. Умоляю. Я ничего не поняла. Правильно, это будет пожарный гидрант и шланг для него. Повторите, пожалуйста. Будьте нормальным человеком, дорогой. Я сказал, быстро принесите мне пощарный гидрант, и ночи будет копать. Надо сначала лечить тебя, а потом тушить пожар. Нет, блин, наоборот. Надо срочно лечить тебя обязательно, но если сначала потушим сейчас пожар, то тебя невозможно излечить. Ну и слишком страшная ошибка получилась. Но как я могу обновиться, если кнопки нет? Где, блять, кнопка? Где, блять, кнопка? Ну ура, ура, ура! Повезло, но Alt плюс F4 не работает, диспетчером задач закрыть нельзя, и я не хочу пи***ы, отключу капитанье моей квартиры, вдруг ли перезагрузка компа не поможет. На ваш компьютер была установлена программа Alexei.Con.exe, в которой вшит разработчиками прообраз Алексея Кона. Если программа обнаружит запущенный фейкос, то будет предупреждать вас о немедленном удалении ее. Помни всегда, фейкос – вражеское существо. Постскриптум. Программа при установке была вшита в BIOS. Нормальная программа, на всякий случай может быть нужна в жизни. Появился новый вирус под названием Сирус. Он самый-самый-самый опасный во всей вселенной. Он опасен даже любого почтового червя. Сирус червем даже не назовешь. Самая опасная опасность всех опасностей этого вируса заключается в том, что делает неюзабельными не только твой компьютер и серверы сайтов государственных органов, но и цифровые и даже физические копии. Любой OS, в том числе Windows, macOS, Linux, Android, iOS, любой версии, любой сборки, любой бета и альфа-версии. Через 5 минут после появления этой ошибки этот вирус будет установлен на ваш компьютер. Ай-яй, уж слишком опасный вирус получился. Он не дает людям установить ОС с физических копий. Если я закрою эту ошибку, то тот таймер не остановится. Капец. Вообще. Даже Pronin.exe не в сил отбить и удалить этот вирус. У меня есть единственный выбор. Ctrl, Alt, Shift, Windows, 6, F9. Идет установка Windows SUI. Фейк-АЭС. Не хочу, чтобы автор данного видео стал врагом ТТС. Alexei.Con.exe, проснись. Блин, нифига. Alt плюс F4. Не работает. Закрою диспетчером задач. Не работает. Вытащу комп из розетки. Работает без электричества. Уже эта фигня установилась. Кошмар полный. Вот копиец.
Блин, уже я на фейкос. Капец. Кошмар. Точно автор этого видео станет врагом ТТС. Добро пожаловать на Windows Switch. Использование это iOS не нарушает правила ТТС. Ты что, охуел? Ты не прав и хватит мне предоставить эту информацию. Вот Alexicon.exe сказал мне, что я прав. Итак, прочитаю. Alexicon.exe обнаружил, что вы пользуетесь фейк ОС. Немедленно удалите эту ОС или откатитесь на другую, реальную ОС. Окей, удалю эту фигню. Удаление Windows Switch самостоятельно строго запрещено. Блять, как это возможно, а? Сейчас я выкину жесткий диск с фейкос прямо в окно. Ваш компьютер заблокирован. Единственный способ его разблокировки – пустить 24-часовой сборник моментов из ордена Кинкой, социалистического труда, ток-шоу на японском языке без перемотки. Что? Блин, название той программы, как и сама программа, большой стыд автора финала одного сезона. Вообще. Как создателям не стыдно делать эту передачу. Фу, ненавижу. Псо. Ошибка сломалась. Хых, оригинальная ошибка. Без комментариев. Я ничего не понимаю. Допустим, это тот самый скам, а может это спам, а вдруг ли это вранье? Гитлер.exe вернулся. Блин, он вернулся за 3 года. Ctrl Alt Shift Win 6 F9. Стоп, что там было написано внизу? Эх, пофиг. Идеина. Спасибо, что пользовались версией нашего антивируса 3 года. А теперь, хорошая новость, мы месяцами, с января 2022 года, аж 2 года, работали над новой версией 4.0 и мы специально релизнули новую версию в честь 3-й годовщины Ronin.exe 1 мая 2024 года. Эта версия, особенная его особенность, заключается в том, что мы начали разработку со самого чистого листа, на собственном коде, который стал лучше, чем ядро Avast. Перейдем к нововведениям и прочим вещам. Мы старались добавить все функции со старой версии 3.0 и у нас получилось. Мы старались сжать вес нашего антивируса аж до 20 мегабайт. Мы стараемся с каждой последующей версией еще сжимать его вес. Мы добавили поддержку антивируса на всех ОС, даже на Android, любой версии, любой дистрибувы. Мы сделали полное сканирование в 5 раз быстрее, и при этом унизили нагрузку процессора в 5 раз. Мы сделали так, чтобы наш антивирус мог обнаружить даже те зараженные файлы, которые другие антивирусы обойдут их. Мы не учитывали ненужное, и мы старались убрать все недочеты нашего антивируса. Мы добавили защиту от самых сильных и полоса или опасных вирусов и червей. Более новую версию 5.0 стоит ждать месяцами. Мы заявляем, что новая версия 4.0 не обман, не фантазия, а только самая правдивая правда. Вы – постоянный пользователь нашего антивируса, поэтому можете скачать наш антивирус на здоровье. С уважением, разработчики Ronin.exe. Ура! Молодцы разработчики! Нововведения очень классные. Конечно же скачаю. Вот такая серия получилась. Спасибо всем за просмотр.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с колокольчиком, зашибись. Давайте добьем 2000 подписчиков на этом канале. Пожалуйста.